Всем привет! Одной из древнейших стран мира является Китай. Его история насчитывает более 5000 летий. Загадочно, непонятно европейскому уму, цивилизация внесла огромный вклад в развитие человечества. Китай стал родиной пороха, фарфора и многих других важных изобретений. Итак, поехали! Китай является самой густонаселенной страной в мире и насчитывает 1,4 миллиарда жителей, а это почти 1/5 часть населения Земли. Удивительно, но целых 100 миллионов человек в Китае живут менее чем на $1 в день. Связь поколений в Китае поддерживается на государственном уровне. Если у вас есть родственник старше 60 лет, законы вас обязуют регулярно посещать его. Китайцы используют в среднем 45 миллиардов палочек в год. Для этого ежегодно вырубается около 20 миллионов 20-летних деревьев. Каждый год порядка 4 миллионов кошек попадают в особое китайское блюдо, которое считается здесь деликатесом. Ужас. Как ни странно, именно Китай занимает первое место в мире по потреблению красного вина. Китай стал первой страной в мире, где интернет-зависимость была официально признана болезнью. В стране, где даже есть специальные клиники, которые занимаются лечением интернет-зависимых. Несмотря на то, что Китай – это огромная страна, местные власти решили, что на ее территории будет только 1 часовой пояс, поэтому в некоторых китайских регионах закат наступает аж в 10 часов вечера. Каждые 5 дней в Китае возводится новый небоскреб. В Пекине 1 миллион человек живут под землей, в подвалах или бомбоубежищах. В Китае за мошенничество в процессе поступления в вуз можно получить реальный тюремный срок до 7 лет. В Китае можно получить высшее образование в области производства бюстгальтеров. Это, несомненно, одна из самых странных учебных программ в мире. Предлагалась она в Гонконгском политехническом университете Китая. Действует одна из самых строгих цензурных политик в мире. На самом деле, даже само слово «цензура» в Китае подвергается цензуре. Руководители предприятий и другие ответственные лица в Китае могут быть приговорены к смертной казни за мошенничество. Китай является родиной всех, без исключения панд в мире. Также интересный факт: туалетная бумага была изобретена в Китае и доступна только для пользования императором. Подавляющим большинством случаев китайцы вступают в брак с партнером, который подбирает профсоюз. В 2010 году в Китае возникла дорожная пробка, которая длилась 12 дней. Растянулась она почти на 100 километров. При въезде в Пекин миллионы китайцев возвращались домой после празднования Дня образования КНР. Императорский дворец в Пекине, или запретный город, состоит ровно из 9999 комнат. В Китае находится самая крупная армия мира. Насчитывается более 2 миллионов человек. При необходимости китайское правительство способно поставить более 700 миллионов. Китай с большим уважением относится к европейцам, поэтому если вы знаете английский, то без труда устроитесь на хорошую работу. Европейцам здесь платят больше, чем китайцам, даже если у них одинаковая квалификация. Традиционная утка по-пекински готовится около 2 суток. Китайский город Шанхай – крупнейший морской порт на Земле. Вопреки популярному мифу «Великая Китайская стена» не видна с Луны ни даже с земной орбиты. Усилитель вкуса глумонат натрия продается от китайских продуктовых магазинов наравне с солью и перцем. Его добавляют практически во все блюда, которые готовят местные кулинары. В китайских супермаркетах можно купить живых черепах или лягушек, которых убьют и потрошат на глазах у покупателя. Китайцы считают малышей до 5 лет святыми, созданиями, которые можно абсолютно все. Детей не ругают, как бы сильно они не баловались. Жители Китая говорят на 7 диалектах китайского языка, который отличается настолько, что обитатели северных и южных регионов друг друга не поймут, а вот письменность у них одна на всех. В подземных переходах крупных китайских городов есть специальные места для размещения объявлений о знакомстве. Гонконг вошел в состав Китая, его жители обладают рядом привилегий, например, могут ездить в страны Евросоюза.
Привет, ребята! Сегодня я вам расскажу о том, что выяснила о стране, которую часто называют страной-загадкой. Я говорю о Китае. Какие обычаи у людей, живущих там? Китай занимает 4-е место по величине своей территории, уступая только России, Канаде и Соединенным Штатам Америки. Китай расположен в Восточной Азии, омывается водами западных морей Тихого океана. Наиболее популярными достопримечательностями являются Великая Китайская стена, бухта Виктория, рисовые террасы, статуя Будды в Лэшане. Когда я смотрю на картинки с изображением природы и людей, живущих в Китае, то почему-то думаю о Японии. Неужели эти страны похожи? Любовь Зиновьевна, расскажите, пожалуйста, есть ли что-нибудь общее между Китаем и Японией? Мур, наверное, самое главное, что объединяет все эти страны, это их почитание дракона. Дракон для них это и власть, и сила, и мужество, и благородство. Я обратил внимание, что крыши, или как их еще называют, пагоды, у этих домов в Китае на концах почему-то загибаются вверх. Оказывается, это тоже связано с драконом. Они придумали такую легенду, что однажды к одному китайскому крестьянину стали прилетать драконы, чтобы покататься с его крыши, как с горки. Но, падая на землю, они разрушали его грядки. Почитая драконов, крестьянин не хотел с ними ссориться. И он придумал, как грядки свои сохранить и как драконов не обидеть. Он взял и загнул концы крыши. И тем самым устроил для драконов только дополнительное развлечение. Китайский язык считается одним из старейших среди существующих. Он очень сложный, ведь пишут китайцы не буквами, а иероглифами. Иероглиф – это письменный знак в Китае, Японии, Корее и еще нескольких странах. Он может обозначать как отдельные звуки и слоги, так и целые слова и понятия. Например, вот так выглядит иероглиф, обозначающий слово «хорошо». Китайцы создали очень много ремесел. Одним из самых известных считается изготовление шелка. Шелк они делают из тутового шелкопряда. Это очень сложное ремесло, но ткань получается из него такая красивая, переливающаяся. Ткань, которая впитывает очень много влаги, поэтому очень приятно такие ткани носить на себе. А еще китайцы научились делать красивую посуду, которая называется фарфор. Фарфор с фарси переводится как императорская керамика. Это очень тонкая, очень белая, прозрачная посуда. Когда китайцы научились ее делать, и в XIV веке эта посуда попала в Европу, она произвела огромное впечатление на европейцев. А чем китайцы расписывали посуду? Мур, расписывали такие вазы с помощью окиси различных металлов. Сначала, когда художник наносит вот эту роспись, все одинаково черное. Но после того, когда посуду подвергают обжигу при очень высокой температуре, доходящей до 1400 градусов, то окись каждого металла приобретает свой цвет. А какие рисунки на посуде традиционные для Китая? Чаще всего они изображают цветы, птицы, своего любимого и почитаемого дракона, горы, сосны, то есть обязательно природу. Знаешь, Мур, вот в этих восточных странах удивительно трепетно относятся к природе. Они считают, что человек может быть счастлив только в гармонии с природой, и они ее очень берегут. Чтобы беречь окружающую среду, китайцы одними из первых научились сортировать и утилизировать мусор, а затем делать из него нужные в быту вещи. А что едят китайцы? Основной пищей во всех этих странах является рис. Рис они научились выращивать уже давно, и это их основной хлеб. Но вот что касается еды, в Японии и в Китае есть небольшое различие. Японцы всегда употребляют в пищу только то, что растет в данный момент, сезонную еду. А вот в Китае всегда стараются показать возможности человеческих рук. Поэтому в Китае могут подать курицу, которую ты примешь за рыбу, и наоборот. Ух ты, вот это здорово! Китай действительно страна чудес и загадок. Я обязательно прочитаю дома как можно больше книг о ее обычаях и традициях. А на этом все.
Путешествие окончено, и уже пора собираться в новое. В какое? Смотрите выпуски «Почемучки» и узнаете. Пока-пока!